Новогодние приключения елки. Откуда пошла традиция наряжать елку на Рождество и Новый год? Самое время подумать о главном символе праздника — новогодней елки. Когда она появляется в доме, вся его атмосфера наполняется трепетным ожиданием чуда и предвкушением зимней сказки. Интересно, что традиция украшать елку к зимним праздникам существует в абсолютно разных уголках планеты. Почему именно ель стала символом Нового года и Рождества чуть ли не во всем мире? Существует множество теорий происхождения традиции наряжать елку на зимние праздники. Поэтому история возникновения этого ритуала весьма запутана и непонятна. Кратко никак не расскажешь. Кстати, новогодней ель считается именно в странах бывшего соцлагеря, а во всем мире она рождественская. Что же, попробуем разобраться. Древние верования. Много-много лет назад, когда человечество находилось в зародыше своего развития самым примитивным укладом жизни, одним из предметов поклонения для людей было дерево. Его одухотворяли и наделяли высокодуховными свойствами. По ряду преданий с разными вариациями считалось, что деревья — это живые существа, в которых живут души наших близких, отошедшие в мир иной. Или же в ветках деревьев таятся духи, которые находят в себе здесь комфортный приют. Так что украшать деревья еще в незапамятные времена люди начали для того, чтобы задобрить этих духов. Ведь они могут быть как благосклонны к еще живущим на земле, так и агрессивны. А в аспекте таких верований особая роль отводилась, конечно, вечнозеленым деревьям. Это же сродни какому-то чуду. Все увядает, а в елях, соснах, туях и так далее жизнь теплится и зимой, и летом. Так древние люди верили, что это происходит потому, что они выбраны солнцем, а оно, как источник тепла и жизни, главное божество в большинстве языческих мифологий. Мифология славян предполагала веселье возле елового новогоднего символа, песни, пляски, игру на музыкальных инструментах. Таким образом, наши предки верили, что своим хорошим настроением разбудят богиню весны. Та, в свою очередь, должна была бы соблаговолить к людям и прислать на землю своего сына света. На этом сложная цепочка событий не останавливалась. Свет, по преданиям, отправлялся в царство Деда Мороза, чтобы пробудить там жизнь и избавить землю от оков льда. А древние германцы, например, украшали свои дома ветками еловых деревьев в честь зимнего солнцестояния. По одной из версий, ярче и интенсивнее всего традиция наряжать елку на зимние праздники проявлялась в Германии, а оттуда уже и распространилась по всей Европе. Елка, установленная в естественном положении, в каком мы ее узнаем, вероятнее всего появилась уже в XVI веке. По крайней мере, первые документальные данные о елке как о символе Рождества принадлежат к этому столетию. Тогда уже христианство начало шагать по свету, привнося новые традиции и впитывая языческие ритуалы. Так сказать, прибрало к своим рукам и елку, сделав ее рождественской. Теория Древнего Рима. Самые древние теории гласят, что истоки традиции украшать елку на зимние праздники находятся в истории Древнего Рима, который существовал с 1753 до 476 года до нашей эры. Там было принято украшать еловыми жилища в честь бога земледелия Сатурна. Тогда они просто развешивали зеленые хвойные ветки по дому и украшали их свечами и какими-то блестящими безделушками. Это наиболее вероятно самый
первые ели свисали с потолков и были призваны защищать обитель от злых духов. Позднее, в первом тысячелетии нашей эры, когда христианство уже возникло, но еще не было сильно распространено, римляне отмечали 25 декабря праздник Солнца. И хоть христианство уже активно распространялось по империи, Рождество еще не праздновали, потому как не была установлена точная дата явления Христа на свет. Правда, было известно, что произошло это зимой, поэтому праздник Солнца постепенно преобразовался в его день рождения. Так, параллельно с древнеримской теорией существует и германская. Хоть германские племена не так известны миру, как Римская империя, но первые упоминания их цивилизации датируются уже первым тысячелетием до нашей эры в труде «Германия» автора Тацита. А в VIII-VI веках до нашей эры они были вполне обособленной народностью, пусть и не имевшей официальной страны с названием Германия. Так вот, уже с этими временами связаны легенды о германской традиции украшать ель. Доподлинно точно неизвестно когда, но абсолютно точно, что еще в дохристианские времена, в конце декабря, у германцев существовал обычай празднования середины зимы. В подготовке к нему люди в своих домах ставили в воду веточки деревьев. Это могли быть фруктовые или черемуха. С особым трепетом к так называемому тогдашнему Новому году ждали цветения на этих веточках. Это был символ продолжения жизни в природе, несмотря на зимнее умирание. Зачастую доморощенные деревья и правда таки радовали хозяев цветами и почками. Но так происходило далеко не всегда. И, конечно же, это считалось плохим знаком неба. А ведь эти растения в доме зимой призваны-то вселять надежду на весну и спасать от зимнего холодного уныния. Так что постепенно фруктовые ветки начали заменять вечнозелеными, и люди стали ставить в домах целые деревца, сосну, ель. Есть еще одна смелая версия появления традиции наряжать елку, и она говорит, что зародился обычай именно в Украине и уже от нас попала в Западную Европу. Наши предки-славяне, древние язычники, проживавшие на нынешней территории Польши и Украины, по преданиям, на праздник зимнего солнцестояния, который потом преобразовался в Рождество, создавали декор, символизирующий семя и новую жизнь. Они верили, что именно в эти зимние дни врата неба открываются, чтобы послать на землю новую жизнь, новые идеи, новое добро, новую судьбу и новую благодать. До сих пор сохранилось в мистическо-магических традициях наших святок. И в честь праздника наши прямые предки проводили волшебный ритуал с елкой, сжигание дерева. Перед торжественным ритуалом дерево украшали. В его огонь бросали семена, яблоки, орехи и монеты. Это символизировало просьбу благосклонности у богов. Зачем наряжают елку верующие? Есть и религиозные варианты происхождения рождественской символичности елки. По одной из легенд, все земные деревья пришли поздравить божественного младенца в ночь его рождения с явлением на свет. А кто смог добраться до Иисуса первым? Те, кто рядом росли. Вифлеемские пальмы, потом буки, кипарисы, ивы, дубы и так далее. А вот самой последней пришла на поклонение маленькая елочка с севера. За пышным растительным окружением Христа скромную ель совсем не было видно. Но вдруг на нее прямиком с неба начали падать звезды. Северная красавица, украшенная звездным свечением, засверкала, засияла.
Вот вам, например, и прекрасный вариант, как объяснить ребенку появление елки на Новый год. Даже на происхождение в Германии традицию украшать ель на зимние праздники у христианства свой взгляд. Одна из религиозных легенд связывает появление елки как праздничного символа зимы в Германии со святым Бонифацием, ее крестителем. В VIII веке он проводил на этих землях, так сказать, священную религиозную пропаганду. До христианства германцы поклонялись дубу, и во время одной из проповедей Бонифаций захотел доказательным образом низвергнуть этот языческий символ, демонстративно срубив его. Дуб повалился, потащив за собой все окружающие его деревья. И на этом чистом пространстве выстояла только одна маленькая елочка. Бонифаций в сердцах и провозгласил ее деревом Христа. Вот и является ель с тех пор символом Рождества и появляется к концу декабря в европейских домах. А есть еще легенда и у протестантов на эту тему. Они приписывают праздничной ели более позднее появление и связывают ее с именем Мартина Лютера Кинга. В XVI веке он сделал религиозную революцию в Германии, борясь против папской политики канонической католической церкви, и вошел в историю как лидер реформации. Так вот, существует мнение, что он был одним из первых, кто поставил у себя дома нарядную ель в честь Рождества. Хоть этот обычай был по сути языческим и существовал задолго до него, Лютера можно смело назвать весомым популяризатором елочной традиции в Европе. В чем заключалась причина таких его действий по отношению к нашей любимой елочке? Легенда не конкретизирует. Также существует легенда, которая связывает истоки традиции украшать ель с иудейской Ханукой, которую тоже празднуют в декабре в честь прославления чуда. На праздник зажигают светильник, который состоит из 8 свечей. Некоторые ученые утверждают, Ханука – символичный прообраз нашего новогоднего дерева с призывом «Елочка, зажгись». Только в XIX веке можно сказать, что традиция наряжать елку расцвела в полной мере в мире. Тогда во всей Европе елка стала обязательным атрибутом рождественских и новогодних празднеств, хотя ее торжественное шествие началось значительно раньше. В английской стороне елка впервые появилась в 1800 году при дворе короля Великобритании Георга III с подачи его жены Шарлотты, уроженки Германии. Но официальным зачинателем этой традиции в Англии считается король Альберт, муж королевы Виктории, тоже германец по происхождению, потому что при Шарлотте елка стала мало кому известным декором для избранных аристократов. А вот Альберт начал внедрять традицию наряжать елку в массы посредством личного примера в 40-х годах того же века. И в 1848 году в газете появилась фотография королевской семьи возле пышной рождественской ели. И уже за каких-то 10 лет все англичане, восхищенные примером своей королевской семьи, с удовольствием наряжали в домах праздничные зеленые деревья. К тому же ель сразу стала здесь главным символом зимних веселий. Теперь все торжества проходили вокруг елки. Во Франции впервые установили рождественскую ель в 1807 году по приказу Наполеона I. Он узнал об этой традиции в военных походах. А уже в 1837 году нарядная ель появилась во французском дворце Тюильри при дворе короля Луи Филиппа по приказу орлеанской герцогини, врожденной германской принцессы Хелены фон Макленбург.
Правда, королевские особы не сочли нужным украсить праздничное дерево свечами, поэтому оно не сияло и не было привлекательным для масс. Так что во Франции традиция приживалась долго и не очень оживленно. Точно известно, что в 1817-м ель появилась на официальных зимних праздниках в Венгрии, в 1820 году в Чехии, в 1829 в Скандинавии, а в 1840 у нас. Во многих странах рождественская елка появилась благодаря Англии, потому что она активно развозила эту традицию по своим колониям. И только к концу XIX рождественская традиция ели была завезена в США. И опять-таки благодаря германским иммигрантам. Немцы, живущие в Америке, просто стали украшать и устанавливать ели возле своих домов, не скупясь на свечи и подарки в качестве украшения деревьев. Так что это зрелище впечатляло их соседей, и они стремительно брали с них пример. Обычай разносился по американским семьям так стремительно, что буквально каждый желал себе такого яркого нарядного украшения к рождественским праздникам. Уже в 1848 году в Нью-Йорке даже появилась первая елочная ярмарка. Отсюда и пошел обычай нарядных новогодних базаров. Там же в 1882 году на елке впервые появились электрические свечи, то есть наши любимые гирлянды. Про то, где официально была установлена первая общественная ель на Рождество в Европе, ведутся жаркие споры. Германцы утверждают, что в Страсбургском кафедральном соборе 1539 год. На то даже есть доказательства Александра де Мантра, знаменитого немецкого историка. Привить елку как символ зимних праздников пытался еще Петр I. Он привез елку со своего первого путешествия в Европу в конце XVII века. Тогда, 20 декабря 1699 года, в своем указе он ввел новый праздник – Новый год. С 1 сентября праздник перенесли на 1 января. Там же указывалось украшать к этому дню жилища из сосновых, можжевеловых и еловых ветвей, европейских символов Рождества. Но тогда его насильственные навязчивые действия не ввели эту традицию в народ. Так она венчала новогоднее убранство только в официальных зданиях. Народ же не спешил следовать такому декору, а вот хозяева различных злачных заведений активно начали украшать экстерьер своих зданий еловыми деревьями. Видимо, для привлечения клиентов. И только в XIX веке пушистая красавица стала по-настоящему повсеместным народным символом Нового года. Тогда, в 40-х годах, первую публичную елку нарядили местные эмигранты из Германии. Тогда ее пышно украсили фруктами и лентами, а увенчали большой звездой на макушке. По их примеру начали поступать городские жители, а потом и деревенские. Так что к концу века практически в каждом доме стояла красивая рождественская ель. Почему начали встречать Новый год с елкой в СССР? У коммунизма к праздничному хвойному дереву было свое особое отношение. Так, в 20-е годы, естественно, Рождество, как и все религиозные обычаи, праздновать было запрещено. Вследствие категорического неприятия Лениным христианства и тому подобное. В немилость попала и нарядная зимняя ель, а Дед Мороз приравнивался к врагам народа. Все это преподносилось пропагандой как злостные буржуйские традиции. Но ель – весьма живучий символ праздника. Уже через 10 лет оказалось, что партии
нужна волшебная зимняя сказка. Ведь зима, как ни крути, тяжелое депрессивное время, которое без мистики и огоньков, раскрашивающих облезлую природу, трудно пережить даже во имя построения светлого коммунизма. Так советская власть решила реабилитировать нарядную елку, но уже убрав ее привязку к Рождеству. В новый культ было возведено празднование Нового года. Теперь вечное зеленое дерево стало символом нового советского года. Украшать елку разрешалось чем угодно, но только не буржуазно-религиозными символами. Так, Вифлеемская звезда на верхушке праздничного дерева была заменена на коммунистическую. И дело с концом. Иные символы страны, которые ставят другое дерево. Тем не менее, существуют на этом земной шаре и страны, у которых символичным рождественско-новогодним растением являются не елово-сосновые деревья. Например, во Вьетнаме на Новый год дарят друг другу цветущие веточки персика. На Кубе вместо елки украшают пинью или пальму. В Никарагуа дома декорируют кофейными деревьями. В Судане – молодой порослью ореха. В Японии – икебана из розы, бамбука, абрикоса, сливы и все-таки веточек сосны. Вот такая, друзья, лесная красавица. Символ Рождества и Нового года. Пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотры. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Поздравляю всех с рождественскими праздниками и Новым годом. А на сегодня все. Пока-пока.